1995 году два молодых студента школы искусств Род-Айленда впервые встречаются на одной студенческой вечеринке. Их знакомство происходит настолько странным образом, что через какое-то время они становятся лучшими друзьями. Через 7 лет эти два энтузиаста начинают работу над безымянным проектом. Они жаждут создать что-то свое. У каждого из них уже был опыт в этой индустрии, но теперь настало время проявить себя в полной мере. Они начинают с небрежных набросков, которые через несколько лет обретут жизнь и станут частью одного из лучших мультсериалов в мире. История создания «Аватар. Легенда об Аанге» — это история колоссальной работы, невероятной отдачи, любви к своему делу и желанию создать нечто прекрасное. Эта история может вдохновить каждого, и эта история обязана быть рассказана. Аватар. Как создавалась легенда. Чаще всего, когда мы смотрим какие-либо произведения, мы даже не понимаем, через что прошли создатели, чтобы сотворить это, сколько всего они вложили в то или иное произведение и какие трудности они испытали, чтобы в итоге получилось то, что получилось. Это повесть о сотнях и сотнях людей, которые жили Аватаром много лет, которые просыпались каждое утро лишь с одной мыслью в голове – создать хорошую историю. 15 часов в день, 6-7 дней в неделю, именно в таком графике они работали на протяжении 4 лет создания сериала. Но одними из главных в этой истории являются два человека, имена которых зрители русского дубляжа слышали чуть ли не после каждой серии Аватара. Майкл Данте Ди Мартино и Брайан Коньецко. Именно они создали почти весь фундамент вселенной. 2001 год. Брайан и Майк уже знакомы на протяжении 6 лет. За это время они успели вместе поработать над Гриффинами и Миссией Хилл. Но уже тогда они начинали понимать, что хотят создать нечто свое, нечто с душой и завораживающее. Например, такое, как завораживающая игра «Викинги», над которой создатели также работали не покладая рук. Ведь «Викинги» — это беспощадные и увлекательные сражения с реальными игроками со всего мира. Более 20 миллионов игроков уже погрузились в суровый мир викингов, полный грандиозных сражений, многотысячных армий в реальном времени. Каждый найдет в этой игре то, что зацепит именно его. Лично мне очень нравится стратегическая составляющая данной игры. Я в детстве обожал стратегии. И эта игра вернула меня в те самые времена, где я мог управлять своими собственными армиями и логически выстраивать путь наступления. Ведь как раз в этом викинги и хороши. Ну и плюс ко всему, в этом месяце разработчики еще подготовили просто бомба-конкурс. Два игрока, дошедших до 10 уровня дворца, получат возможность выиграть iPhone 11 Pro, ну а суперприз MacBook Pro сможет забрать тот, кто достигнет самого высокого уровня дворца до конца января среди остальных участников. Внимание! Розыгрыш состоится 3 февраля. Качайте викингов именно по моим ссылкам в описании и получайте 200 голды и бесплатный щит. Все, что нужно, в описании. Через год после идей о своем собственном проекте происходит непредвиденное. В то время Брайан работал над захватчиком Зимом, а Ди Мартино над Гриффинами. В один день Брайан звонит своему товарищу Майку и говорит: «Майк, мой проект закрыли, больше никакого захватчика Зима, я безработный. Слушай, у меня есть немного сбережений, я не хочу искать себе какую-то новую работу, я хочу создать свой проект. Мне кажется, это самое время. Правда, если из этого ничего не выйдет, я останусь без гроша». Майк дал добро, но теперь им была нужна студия для питчинга. И так как Брайан уже был знаком с вице-президентом и исполнительным продюсером Никелодеона Эриком Колманом, ему оставалось только договориться о встрече. Он позвал его на ужин, и весь вечер они общались о том, что они могли бы создать абсолютно новый проект с душой и при этом коммерчески успешным. Брайан рассказал про своего хорошего друга Майкла, который готов стать сосоздателем, и после услышанного «хорошо, даю вам добро», Брайан было уже обрадовался. Но при этом Эрик дал им конкретные указания. История должна быть с боевой системой, но при этом не жестокой, а также что-то связано с магией. Тогда Брайан заявил, что через месяц они придут с Майком уже с готовой идеей. Теперь перед двумя университетскими товарищами стояла сложнейшая задача. Им необходимо было придумать идею и концепт с нуля за месяц. В то время большой популярностью пользовался «Властелин колец» и «Гарри Поттер». И так как Майкл и Брайан обожали эти вселенные, то они в большой степени вдохновились благодаря им. Ребята хотели сделать свой собственный мир с магией, но не похожий на вышеупомянутые произведения. В один день они собрались и начали брейнштормить одну идею за другой. Тогда Майк вспомнил, что недавно смотрел одну документалку про застрявших на Южном полюсе экспедиторов, и подумал, что их будущий проект может быть связан с этим. Брайан же нарисовал различные наброски, и среди всей этой кучи бумаг была одна особенная. На ней были изображены робот-обезьянка со стрелой на голове, большое существо, похожее на собаку, также со стрелой, и маленький лысый мальчик, пока еще без стрелы на голове. Они были нарисованы в стиле sci-fi. Если бы Брайан и Майк оставили все как есть, то действия Аватара бы происходили в далеком-далеком будущем. Вечером же, когда Брайан сидел на сеансе йоги, его вдруг осенило, что если взять идею Майка про Южный полюс и добавить туда обезьяну и лысого мальчика.
Как только сеанс йоги закончился, Брайан сразу же помчался к Майку. Тогда у них не было мобильных телефонов, поэтому ему ничего не оставалось, как бежать к Майку прямо домой. Они подхватили эту идею и начали ее расширять. Брайан взял стрелу от обезьянки и добавил ее лысому мальчику. Это был первый рисунок Анга. Затем они начали думать, а что если там будут водяные люди на Южном полюсе, и на них нападут огненные люди? А этот мальчик будет каким-то особенным воздушным мальчиком. Идеи сыпались одна с другой. Они даже придумали, чем это все закончится. То есть они уже тогда знали, что Анг не убьет Лорда Огня, а найдет какой-то другой способ справиться с ним. Через 2 недели они вломились на питчинг к Эрику Колману. И если обычно идею рассказывают минут 7-8, то ребята целых 2 часа подряд рассказывали про своих огненных людей, водяных людей, лор, лысого мальчика и так далее. Они продолжали и продолжали говорить. Fire Lord, and this was like 2-3 hours long. They do this and fire comes out. And then in season 3 they're invading. И в один момент Эрик просто сказал: «Все, хватит, я с вами». Это невероятно. Nickelodeon дал добро на создание пилота. Это было начало чего-то грандиозного, и жизнь Майка и Брайана, соответственно, сильно изменилась. Поскольку при создании истории мира Аватара ребята из Род-Айленда вдохновлялись аниме, Миядзаки, буддизмом и в целом восточной культурой, то они первым делом поняли, что им необходима японская студия для создания анимации, а также человек, который хорошо разбирается в культуре азиатских стран. Но проходил день за днем, и все японские студии отказывались от сотрудничества. Ребята поняли, что здесь ничего не выйдет. Тогда один из их общих друзей рассказал об одной маленькой студии в Сеуле под названием Tin House. Их анимация оказалась очень схожей с той, что была в аниме. Тогда Брайан и Майк отправились в Сеул, чтобы посмотреть, как там все происходит. Там они познакомились с различными талантливыми людьми. Они поняли, что эта команда как раз то, что им было нужно. И хоть им не удалось договориться с японской студией, Майк и Брайан были рады тому, что будут сотрудничать с зарубежной компанией и работать в Корее, так как американская система слишком ограничивала аниматоров, в то время как корейская позволяла раскрыться. И это именно то, чего они хотели добиться, дабы каждый из них смог проявить себя и свой собственный стиль. Также важным аспектом оставалась боевая система, о которой Брайан и Майк имели достаточно небольшое представление. Они осознавали, что им нужен настоящий мастер и знаток кунг-фу. И из-за этого Брайан начал посещать различные секции кунг-фу в Лос-Анджелесе. Спустя пару недель поисков он встретил мастера Кису. Брайан рассказал ему об идее создания магии воды, земли, воздуха, огня и возможности создания будущего мультсериала в принципе. Кису сразу же влился в идею. Он начал придумывать всякие техники, торнадо и так далее. Без него драки в Аватаре были бы совсем другие. Он как бы вложил душу и свои знания в этот аспект мульта. Из-за того, что он прекрасно разбирался в кунг-фу, он сразу понял, что магия воды — это будет тайчи, то есть течение энергии. Земля грубая, и поэтому прекрасно подошло бы хунга кунг-фу. А для ТОВ и вовсе был нанят отдельный человек, который владел редчайшим стилем кунг-фу. Именно он придал ей твердость и хладнокровие. Воздуху подошел стиль Багуа, который заключается в том, чтобы двигаться как лист. Этот стиль прекрасно раскрывается в первых сериях Коры, когда ей необходимо пройти через преграды и не задеть ни одну. Но для магии огня идеально подошел стиль северного шаолинского кунг-фу. После того, как небольшая команда была собрана, можно было начинать создание пилота. Это было очень сложное время, ведь тогда, по сути, создавались основы всей вселенной. Брайан Каньецко на протяжении 3 месяцев жил в Корее. Он был арт-директором и помогал в анимации. Сам он вспоминает те времена, говоря: «Были времена, когда никого в мире не заботил Аватар, кроме нас. Я жил в Корее, отделенный от друзей и знакомых, и все, что поддерживало меня, это идея, в которую тогда верили только мы». И уже через 5 месяцев пилот был готов. Собралась фокус-группа, и настало время демонстрировать созданное за эти 5 месяцев произведение живой публике. И все были в восторге. Зрителям настолько понравился пилот, что Nickelodeon сразу же дал добро на создание полноценного 13-серийного мультсериала. Да, именно 13-серийного. Майкл и Брайан также были вне себя от радости, но в то время они понимали, что теперь им необходимо создать целых 13 эпизодов в лучшем качестве почти за то же самое время, что они создавали пилот. Впереди их ждала просто колоссальная работа. Все только начиналось. После премьеры пилота к ним в команду присоединились люди, которые находились на самой премьере, в том числе многие сценаристы. В это самое время Брайан и Майк позвали в проект своего хорошего знакомого, с которым они работали над миссией Хилл, а именно Аарона Эхаза, который, наверное, стал 3-м по важности человеком в истории создания Аватара. Он стал главным сценаристом, и это именно он привнес в мультсериал такую глубину и сценарную комплексность. Итак, свет, камера, мотор. Работа началась. Брайан, как арт-директор, половину времени жил в Америке, а вторую половину в Южной Корее. Аарон Эхас возглавлял банду сценаристов. Сифу Кису создавал боевые сцены в реальности, а затем мультипликаторы делали из этого анимацию. Джереми Цукерман и Бенджамин Уин экспериментировали с музыкой. Каждый занимался своим делом.
О чем история? Почти весь мир Аватара придумали конец Ди Мартино еще во время создания своей презентации для питчинга. Но на этапе создания целого сезона за дело взялись уже куда более опытные сценаристы, которые придали хорошую мотивацию и историю становления главных героев и не только. Изначально Анг задумывался как пастух, у которого есть целое стадо гигантских летающих бизонов. Но затем встал вполне резонный вопрос, как это все нарисовать. Тогда было предложено сделать одного бизона, который бы стал близким другом Анга. Так и родился Аппа. Еще интересная ситуация была с Зуко, ведь он был добавлен в сериал чуть ли не самым последним. Изначально создатели хотели, чтобы главным злодеем первого сезона был Лорд Огня, но из-за того, что он не смог бы мешать главным героям со своего трона, было предложено добавить более молодого персонажа, который бы гонялся за Аватаром и компанией. И самое забавное это то, что этот самый персонаж, то есть Зуко, стал самым раскрытым и комплексным героем из всех. Айро, в свою очередь, с самого начала задумывался исключительно как грубый учитель Зуко, но Аарон Эхос решил, что лучше, если он будет именно дядей Зуко, да еще и более мягче, чем изначально задумывалось. Спустя же месяца, когда уже проходила озвучка мультсериала, Мако, который озвучивал Айро первые 2 сезона, привнес персонажу мудрость и некоторые забавные черты. И без Мако дядя Айро бы не был дядей Айро. К сожалению, он так и не смог дозвучить Айро до конца сериала из-за своей гибели. И это именно ему посвящена песня про юного солдата и листья лозы. Юный солдат идет домой. За музыку в целом тут отвечало 2 человека. Джереми Цукерман и Бенджамин Уин экспериментировали с широчайшим количеством различных инструментов, включая гуджен, пипу и дудук. Все это было сделано с целью придать мультсериалу азиатский дух. И что тут сказать? У них определенно это получилось. Лично я, например, до сих пор слушаю саундтреки из Аватара. И они все еще замечательные. Также особого внимания заслуживают и некоторые актеры озвучки. Ведь они также стали неотъемлемой частью мультсериала. И хоть мы привыкли к русскому дубляжу, есть один актер оригинальной озвучки, голос которого мы слышали и в нашей русской версии. Его зовут Ди Брэдли Бейкер. И он озвучивал, внимание, Момо и Аппу. Да-да, именно. Их озвучивал человек, который мастерски умеет имитировать различные звуки. Сам он говорил об этом так. Они просто дали мне рисунок 2 существ и сказали придумать им звуки. Также он утверждает, что больше всего ему понравилось озвучивать Мому. В целом же, на создание каждого эпизода, можете себе представить, уходило около 9 месяцев. Для всех этих людей студия Nickelodeon в Бурбанке, штате Калифорния, а также студия в Корее стали вторым домом. Ведь многие создатели до сих пор в интервью утверждают, что это было их лучшее проведенное время в жизни. У этих мест была своя особая атмосфера. Так как Nickelodeon дал добро только на 13 эпизодов, то серия The Blue Spirit или Синяя маска должна была стать последней. Именно поэтому авторы решили добавить твист в конце, якобы намекая на следующий сезон. Но до следующего сезона было еще рано, и Nickelodeon продлил сериал до 20 серий, давая еще больше работы команде. И спустя 2 года, 21 февраля 2005, состоялась первая часовая премьера первого сезона Аватара. Все были просто в восторге. Мультсериал начал бить все рейтинги один за другим. Аватар: Легенда об Аанге смотрело в среднем около 3,1 миллиона людей во время премьеры. И во время этой самой премьеры он стал самым рейтинговым мультсериалом. Все шло настолько хорошо, что боссы Nickelodeon чуть ли не сразу продлили Аватар на 2-й сезон. Все создатели были неистово рады, но также они понимали, что скоро их ждет еще больше работы, так что расслабляться еще никто не собирался. 2-й и 3-й сезоны. Так как сериал получил невероятный успех, то 2-й сезон нужно было сделать как минимум не хуже 1-го. Именно с таким наставлением началась работа над продолжением. Над ним работало куда больше человек, чем над 1-м. Были даже наняты специальные люди для дизайна Королевства Земли. А также Брайан вместе с Майком отправились в Пекин для того, чтобы рассмотреть Великую Китайскую стену и многие другие сооружения, которыми они вдохновлялись для создания окрестностей и природы в 1-м сезоне. Так как они знали, что во 2-м сезоне ключевым местом действия будет Ба Синг Се, им было просто необходимо погрузиться в среду города, на котором основан этот самый Ба Синг Се. Очень многие кульминационные моменты 2-го и 3-го сезонов были написаны Майком и Брайаном еще несколько лет назад, поэтому сценаристам было легче понимать, в каком направлении двигаться. Также, хоть работы было и больше, чем в 1-м сезоне, само создание шло куда легче, чем раньше, ведь все уже были знакомы друг с другом, и каждый знал, что ему делать и как.
Еще даже до выхода второго сезона в свет, все и так осознавали, что третий сезон не за горами, поэтому в отличие от создания первого сезона, тут все прекрасно знали и делали второй сезон заделом на третий. После выхода же второго сезона, все главные создатели собрались в Санта-Барбаре и начали брейнштормить идеи для продолжения. Именно тогда был придуман Спарки Буммен, то, что Сока сделает метеоритный меч, а еще то, что Зуко перенаправит молнию в Азая и много чего еще. Брайан же отправился в Исландию, чтобы взять идеи и сделать наброски для создания окрестностей и природы Земли Народа Огня. Создавая третий сезон, все прекрасно знали, что делать, и за последние 2 сезона они были так хорошо обучены, что это позволило третьему стать лучшим из всех. Еще даже до питчинга с Эриком Коулманом, Брайан и Майк знали, что Анг не убьет Лорда Огня в конце. Они знали, что из-за какой-то там аватарской штуки Ангу удастся разобраться с Азаем, не убивая его. В народе это назвали бы Deus Ex Machina, но об этом возможно как-то в другом видео. Финальные 4 эпизода под заглавным названием Комета Созина стали самыми популярными эпизодами в премьере. Их в среднем смотрело около 5-6 миллионов человек. После выхода же всего мультсериала, шоу начали окрещивать чуть ли не лучшим произведением в истории. Оно начало занимать первые места различных рейтингов. Да что уж, оно до сих пор находится в топ-6 мультсериалов во всей истории по версии IMDb. А Макс Николсон из IGN назвал «Аватар» одним из лучших мультсериалов за всю историю. Таким образом, «Аватар. Легенда об Аанге» крайне сильно повлиял на систему взглядов на анимационные программы, ведь он стер грань между детскими и взрослыми мультсериалами. Это было больше, чем успех. В первые моменты, когда Брайан лишь делал наброски маленького лысого мальчика и обезьяну со стрелой на голове, когда Майк предложил сделать что-то связанное с Южным полюсом, когда им пришла в голову идея с магиями элементов, эти ребята и подозревать не могли, что это в итоге выльется в один из самых лучших и успешных мультсериалов и что уж проектов в истории. Им просто хотелось создать нечто с душой, а в итоге получилось культовое произведение, которое останется в сердцах зрителей, вероятно, до конца жизни. Как я и говорил чуть ранее, даже сейчас, вспоминая те времена, создатели возносят их, называя это чуть ли не лучшим временем в их жизни, когда им приходилось месяцами и месяцами сидеть в своих офисах и пытаться создать что-то великое. Эта история создания вдохновляет, и не меньше. Это история о том, как сотни талантливейших людей собрались вместе, чтобы создать проект, о котором будут рассказывать и смотреть еще десятилетиями и десятилетиями. Они собрались там лишь с тем, чтобы создать одну невероятную историю. И лично для меня, как скорее всего для многих из вас, «Аватар. Легенда об Аанге» навсегда останется одним из самых любимых мультсериалов в жизни. Это видео лишь небольшая дань уважения этим авторам, и я, к сожалению, не могу сделать ничего больше, чем это видео, и отправить мое огромнейшее, просто гигантское спасибо за все, что вы сделали. Брайан, Майк, Аарон и еще сотни и сотни людей, которые сделали «Аватар» таким, каким мы знаем его сейчас. Ребят, честно говоря, создавая этот ролик, я и подумать не мог, что в интернете есть столько информации о создании Аватара. В этом видео я сконцентрировался лишь на основных аспектах создания Аватара. Поэтому, если вы очень искушенный зритель, фанат Аватара или будь кто еще, и вы хотите просто узнать больше, то я оставлю все ссылки и названия источников в описании, чтобы вы могли самостоятельно изучить максимальное количество интересной для вас информации. Вдобавок, там есть целая книга, посвященная созданию Аватара, со всеми ранними набросками и более поздними рисунками. В общем, куча всего. Так что смотрите описание. И еще, на создание этого ролика у меня ушло просто уйма времени. Я на протяжении 4 дней просто сидел, изучал информацию и писал сценарий. А еще, как назло, из-за сбоев в системе, многие части сценария мне пришлось переписывать несколько раз. Сказать, что я измотан, ничего не сказать. Поэтому в поддержку меня и данной рубрики я прошу вас поставить лайк, чтобы помочь этому видео в продвижении. Также, если вам интересна данная рубрика, а я напомню, что это уже 2-е видео о том, как создавалось какое-либо произведение, то обязательно дайте знать мне об этом в комментариях. И пишите названия каких-либо мультфильмов, мультсериалов или произведений в принципе, по которым вы бы хотели увидеть подобное видео в будущем. А я вас благодарю за просмотр, и как всегда, еще увидимся.